Для того, чтобы сплести нам новогодний браслет, понадобятся следующие составляющие. Вот такой вот 10-граммовый бисер, который я купила в магазине Леонардо. И вот такой вот бисер. Тут количество грамм не сказано. Он тоже Златка, да, той же фирмы. И, соответственно, почему мне понравились именно вот эти вот бусинки? Они мне напомнили новогодние игрушки. Какой-то праздник в сочетании с вот этими бусинками прозрачными, это будет смотреться так, как будто у нас новогодние игрушки маленькие, они немножечко припылились вот этим какими-то снежинками, и получится очень здорово. Для того, чтобы сплести браслет, мы будем использовать вот такую вот леску. Купила я ее, ребята, еще в 2000 мохнатом, извините, не помню уже где, за сколько. Но фишка в том, что вы можете купить леску в магазинах Леонардо также. Она будет там то ли 0,3 мм, то ли 0,2. Я бы советовала брать чуть более крепкую леску, потому что здесь написано, она выдерживает почти 6 килограмм, ну 5,5. Нам, в принципе, нужно чуть посильнее, потому что бывает, когда вы сильно затягиваете узлы, у вас могут, эта леска немножко перетянется, и тоже она может треснуть. Вообще, я бы советовала брать такую где-то около 10 килограммов, 0,2-0,3 миллиметра. Вот идеальный вариант. Мы будем использовать в своем изделии еще вот такие вот бусинки. Можно с ними делать очень интересные вещи. У меня уже такие получались. К сожалению, не сохранилась фотографии. Ну что же, приступим. Итак, начинаем плести браслет. Берем леску. Я не буду вводить какую-либо систему, ритм чередования в цвета бусин, потому что мне так просто хочется. Вы можете это сделать, и, возможно, будет даже лучше. Итак, нанизываем красную бусинку, далее серебряную, вот эту. Почему? Она будет у нас идти посередине, весь браслет. Далее мы берем зеленую. Все, можете спускать бусинки. Вот они там у вас находятся. И теперь берете вот эту, которую вы решили сделать центральной. Берете вот этот хвостик. И крест-накрест через бусинку продеваете леску. Теперь держите вот эти два края вместе пальчиками и натягиваете, чтобы у вас края лески были на равном расстоянии. То есть они были одинаковые, вот эти кончики при нанизывании. Так, дальше едем. Вот у нас получился вот такой вот ромбик, можно сказать, или квадратик, кому как нравится. И мы продолжаем плести в том же духе, пока не сплетем вообще полностью желаемую нашу длину. Когда вы думаете, что доплели, померяйте длину. Вот как всегда это надо делать. Кладем вот так ручку, складываем ее. Вот эту вот часть лески, которая осталась, натягиваем вот так, за пальчик цепляем. А вот ту сторону вот так вот вокруг, вот этим по косточкам, через которые должен быть браслет пройти. Вот так, видите, вот, все. То есть уже хватает, он прекрасно пролезет, учитывая, что леска еще чуть-чуть растягивается, это ее природное свойство. Так как у нас будут стянуты эти края, браслет будет плохо растягиваться и может совсем не залезть на руку. Поэтому, когда вам по размеру он подходит, нужно сплести еще 2-3 ромбика или квадратика. Как завершить браслет? Берете две бусинки и нанизываете их, как обычно, но возвращаете леску накрест в первую бусинку браслета, то, как вы обычно плели до этого. Следите, чтобы браслет не перекрутился, когда вы будете завязывать, иначе придется переделать весь браслет. Завязывайте узел первый. Потом завязывайте так же, но накидываете леску 2 раза на себя. И еще можете раз затянуть. Старайтесь покрепче, но следите, чтобы леска не порвалась. Советую отрезать маникюрными ножничками узел, а не подпаливать его. Но я, например, никогда не использую и спички или там зажигалку для того, чтобы подпалить, потому что вы можете просто сжечь узел. Это делается обычно, чтобы она опалилась и стала крепче. Но я советую вам брать маникюрные ножнички, а аккуратненько под корешки отрезать вот эту нашу леску.
И потом вы просто-напросто заливаете это бесцветным лаком. Переходим ко второму этапу.